В этом видео моментальное превращение ног для отпуска. Всем привет! Сегодня расскажу вам, как делать не стоит. Пришла ко мне клиентка с вот такими ножками с просьбой сделать все красиво для отпуска. Посмотрев на эту красоту, я ей порекомендовала сделать анализ и сказала, что покрывать искусственным материалом или гель-лаком ногти нельзя. Но не смогла отказать в эстетической красоте лишь на 2 недели. Договорились, что после отпуска обязательно нужно снять покрытие и сдать анализ. По словам клиентки, ранее была деформация ногтей из-за неудобной обуви. Но выводы только по внешнему виду делать нельзя. Грибковые заболевания определяются только через лабораторию. Никто и никогда грибок по внешнему виду на 100% определить не может. Поэтому не судите строго, знаю, что так делать нельзя. В данный момент моя задача вычистить птеригий, опилить форму и запротезировать ногти на больших пальцах, чтобы визуально все было ровно и одной формы. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на звоночек, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Далее вытираю полотенцем и наношу ремувер на фруктовых кислотах только на огрубевшие участки кожи. Затем заматываю пищевой пленкой. Далее приступаю к обработке пальцев. Работы в данном случае очень много. Всем, кто писал мне в комментариях, что я показываю педикюр без лишней кожи, смотреть это видео обязательно. Просили сложные ножки? Пожалуйста. С помощью пушера ножницы-накожниц вычищаю лишнюю кожу вокруг ногтей. Ее здесь очень много. Грибок ногтя – это заболевание, поражающее ногтевую пластину и валик на ногах и руках. Признано одним из наиболее распространенных в дерматологии. Эта болезнь диагностирована у 15% жителей планеты. По статистике, грибковым заболеваниям более подвержены представители мужского пола, достигшие пожилого возраста. Несколько видов микроорганизмов являются возбудителями заразной болезни. Она требует комплексного лечения у дерматолога, инфекциониста или подолога. Анихомикоз ногтей вызывает не все виды грибков. Предварительно врач должен выявить тип возбудителя. От этого зависит прогноз лечения и схема необходимой терапии. Для разных групп грибков подбираются определенные типы лекарственных средств. Следует знать пути инфицирования, симптоматику протекания болезни. Своевременное обращение к врачу позволит устранить проблему, сохранив здоровье организма. Так что всем клиентам, у кого есть похожие проблемы, рекомендую сдать анализ, прежде чем идти на педикюр, да и нам приятнее работать со здоровыми ногами. Далее пилкой обрабатываю стопу. Она по сравнению с пальцами практически в идеальном состоянии.
Затем наношу скраб, чтобы смыть остатки кожи и ремувера, а также просто помассажировать ножки. Ну а теперь самое интересное. Приступаем к волшебному превращению. Подготавливаю ногти к покрытию. Buff Дегидратор Праймер. Большие ноготки протезирую с помощью акрилатика. Распределяю кистью материал, периодически смачивая кисть в спирте. Затем сушу в лампе 60 секунд. Далее вытираю липкий слой и опиливаю поверхность. С помощью фрезы «Пламя» с синей насечкой проверяю, чтобы не было лишнего материала у кутикулы. Затем вытираю пыль и приступаю к покрытию всех ногтей. Наношу тонкий слой базы, 2 слоя гель-лака и топ. Мой лайфхак при затекании гель-лака – это апельсиновая палочка. Она всегда под рукой при покрытии. Сушу топ в лампе 60 секунд и вытираю липкий слой. Отпускаю клиентку с обещанием сделать анализ по приезду. Приятного отпуска! А напоследок хочется сказать: следите за своим здоровьем и вовремя обращайтесь к врачам. С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ирина Брилева.